Здравствуйте все, на канале Творческий сундучок, с вами Татьяна. Кто смотрит мои видео, тому, наверное, знакома вот эта картинка полуторамесячной давности. Решила пустить ее в дело, тем более, что меня попросили сшить сумку. Когда есть заготовка, это делается быстро, а в картинку я решила добавить немного ярких осенних красок. Нашла ткань подходящей расцветки, вырезала места, где есть листочки. Сначала фиксировала лоскутик клеем-карандаш, а затем закрепляла уже обычной прямой машинной строчкой. Вот теперь мне кажется, что сюда просится какой-то лоскутик поярче. Но я потом еще посмотрю. По краю можно было прострочить швом зигзаг, но я отстрочила прямой строчкой. И так как это капроновая ткань, я выбившиеся ниточки слегка прошлась зажигалкой, и края оплавились. Ниточки не торчат. Ну, а вот этот лоскутик я сразу же оплавила края, и хочу его пристроить на это деревце. На этом фрагменте я края не оплавляла, я их отстрочила швом зигзаг. То есть варианты есть, и здесь хорошо видно, что рыжий лоскутик я настрочила, наложив поверх зеленого, нашитого ранее. А на это деревце я набросала мелко нарезанные лоскутики желтого и коричневого цвета, предварительно подложив паутинку. Затем закрепила горячим утюгом и прошлась прямой строчкой, хаотичной такой, закрепила все лоскутики, а отлетевшие листочки я отшила мелким зигзагом. В общем, они закрепились. И, собственно, больше ничего я менять не стала. Так, вот здесь я еще добавила островок такой зеленой ткани. Думаю, что картинка стала ярче, стала веселей. Вот так теперь выглядит передняя деталь будущей сумки. Выровняла края, определилась с размером. Это 40 на 44. Такого же размера задняя деталь. На заднее полотно я пришью карман. Вот такой отпоротый карман у меня нашелся. Пришивать я буду, не подгибая края, оставив вот эту вот махрушечку по краям. А чтобы обыграть вот эти темные полоски, я проложила 3 строчки, повторяя вот эти строчки рыжими нитками. Вот, пришила карман, и он, конечно же, не будет лишним, он достаточно вместительный. Сюда даже кошелек войдет, но не думаю, что кто-то будет класть в наружный карман кошелек. Хотя почему нет? Ведь многие мужчины носят в задних карманах бумажники. Я накладываю обе детали друг на друга и сострачиваю по 3 сторонам. Вот я сострочила, убираю булавочки и обрисовываю вот этот шаблон со сторонами 4 на 4. Обрисовываю таким образом, не прикладываю к срезам, это я хочу обратить внимание новичков, а прикладываю к линиям шва. И теперь то, что я нарисовала, я вырезаю. То же самое с другого угла. Вмещаю срезы и сострачиваю. Прокладываем строчку. При размере припусков в 1 см ширина донышка у нас будет 10 сантиметров. Вот, уголки отшиты. И сейчас приступаем к подкладке. Подкладка из тонкой ткани. Одно полотно у меня состоит из 2 частей. Также оформлены уголки в тех же размерах, что и внешние детали.
В одном из боковых швов оставляю незашитым участок. Это будет отверстие для выворачивания. На одну из деталей пришила карман. Ткань я укрепила дублерином. Карман состоит из двух отсеков. Один отсек немного больше другого. Также имеется кармашек для ручки. Если кого интересуют размеры, в готовом виде длина кармашка 23 сантиметра, высота 13,5. Для ручек я выкроила 2 джинсовые полоски. Ширина полосок 8 сантиметров, длина 53 сантиметра. Эти полоски я сложу вдвое и сострочу. Прошила ручки, вывернула на лицевую сторону. И посмотрите, припуски чудесным образом легли на 2 стороны. Вот. Ровно по всей длине. И я решила шов оставить посередине. А так как я полоски краила из джинсов стрейч, ткань тянется, и я решила укрепить ручки. Я взяла полоску ткани немного уже, чем ширина ручки. Вот видите, да? И сейчас с помощью крючка протяну внутри ручки. Я надеюсь, что полоска ляжет внутри ровно, без складок. Я даже в этом уверена. Ну так. И теперь я сделаю отстрочку. Ну вот, получились 2 замечательно крепкие ручки. И теперь приладим их на место. На основной детали находим середину. У меня это вот этот шов. Расстояние между ручками 14 сантиметров. Я ставлю меточки. И ручки прикладываем вот таким образом. Я всегда ручки выдвигаю немного выше среза. Почему я это делаю? Когда будем прокладывать отстрочку, ручки еще раз попадут в шов, и это закрепит ручки надежно. Для сумки это немаловажно. И еще я ручки располагаю слегка наискосок, вот таким образом. В готовом изделии ручки будут вот так выглядеть. Положение ручек напрашивается просто само. Почему я все так подробно рассказываю? Просто есть комментарии, где с обидой спрашивают, почему я обхожу детали. Поэтому, кому все знакомо, можете спокойно пройти дальше. Ну вот, я то же самое сейчас сделаю и с задней стороны. И закреплю на машинке. Вот, ручки закрепила. Выворачиваем деталь наизнанку. Ручки остаются внутри. Вкладываем подкладку. Кармашек у нас должен прилегать к задней стенке. Вот так лицом к лицу совмещаем боковые швы, скалываем по всей окружности, по верхнему срезу и затем сострачиваем на машинке. Ну вот, пришили и выворачиваем в отверстие, которое мы оставили. Вытаскиваем. Теперь надо зашить вот это отверстие. Можно на машинке, можно вручную. Я подшиваю на руках. Это всегда выглядит аккуратнее. Вот такой шовчик получается. Я закончила. И дальше мы
должны еще сделать отстрочку. И на этом, собственно, все у нас и закончится. Надо завернуть таким образом, чтобы верхняя деталь сумки, она была выше, чем подкладка. Опять будем закреплять булавочками и будем прокладывать строчку примерно на 8 миллиметров ниже верхнего края. Ну вот, я сделала отстрочку. Так она выглядит изнутри. Очень красивая подкладка. И вот такая сумка-шопер у нас получилась. Вот такая она с задней стороны. Она легкая, несмотря на то, что это джинс. Если вам понравилась сумка, поставьте лайки. Если видео оказалось полезным, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления. И я с вами на этом прощаюсь. До скорой встречи!